Привет, друзья! Сегодня я решил сделать небольшую прогулку по лесу и просто поговорить с вами. Я решил рассказать вам о том, что происходило у меня в жизни за последние пару месяцев, а также я решил сделать небольшой апдейт о моей жизни в Далате, о том, как я провел здесь первый год, и буду говорить отдельно в деталях о том, что мне нравится, что не нравится, если мои ожидания оправдались или нет. Вау, полиция. Ну что, вы готовы? Поехали! Я решил оценить мою жизнь в Далате по 7 пунктам. Давайте посмотрим, какие это пункты. Первый пункт – это люди. То есть, насколько мне нравятся здесь люди. Второй – это еда. Насколько здесь хорошая, вкусная еда. Третий пункт – это природа. Насколько мне нравится местная природа. Четвертый пункт – это погода. Насколько мне нравится местный климат. Пятый пункт – это цены. Насколько здесь доступные, недорогие цены. Шестой пункт – какое здесь отношение к животным, то есть как люди в целом относятся к животным. И последний пункт относится к тому, я назвал его мероприятия, то есть насколько здесь есть много интересных мероприятий, то есть насколько здесь есть что можно поделать в свободное время. Во-первых, конечно, хотел сказать про людей. Вы знаете, когда я только сюда приехал, я очень сильно переживал, что у меня нет здесь друзей. Для меня это очень важная вещь – иметь друзей в новом месте. И первые пару недель я и моя жена, мы только проводили время вместе, и мы пытались знакомиться с людьми, но как-то ничего не получалось. Но потом, потихоньку, со временем, я познакомился с хорошими девушками. Они владеют рестораном веганским здесь. И мы с женой, как сказать, мы были их клиенты. И после этого мы начали ходить к ним часто кушать и приглашать их в выходные время проводить вместе. Мы обычно работаем по субботам и воскресеньям и только отдыхаем по вторникам и средам. Поэтому очень трудно найти людей, которые также свободны посреди недели. Но владельцы ресторанов тоже работают по субботам и воскресеньям. Поэтому у нас получилось хорошо подружиться и образовалась такая классная компашка. И если говорить в целом о людях в Далате, то могу сказать, что это действительно такое место притяжения, в которое приходят очень многие, на самом деле, больше здесь вьетнамских экспатов, так сказать, чем иностранцев. Что я имею в виду под вьетнамскими экспатами? Я имею в виду люди, которые не из Далата, они могут быть из Ханоя, из Сайгона или из других частей Вьетнама, но они предпочитают жить здесь, потому что здесь очень такая классная атмосфера, и люди все такие очень, я бы сказал, не такуси, не нормисы, как это сейчас говорят. Можно чуть-чуть сказать, как хипстеры, но в хорошем смысле этого слова. Да, поэтому мне нравится местная молодежь, да, и другие тоже. Очень-очень классные, добрые, отзывчивые люди. Если говорить о мероприятиях, тоже очень хорошая вещь, так сказать, тоже связанная с людьми, что, во-первых, здесь есть очень маленькая комьюнити, которая довольно дружная по сравнению с Хойаном или Данангом, или Сайгоном, или Ханоем. Когда я там жил, очень много токсичности, я бы сказал, в местных Facebook-группах. А у нас есть маленькая группа в WhatsApp, и все, ну не то чтобы все друг друга знают, но довольно маленький круг общения такого основного. И люди каждый раз организуют какие-то концерты, организуют, вот есть такой
как сказать, я бы сказал, есть группы по интересам или клубы по интересам. Там есть клуб тех, кто любит ходить в походы спортивные, да, тех, кто играет пиклбол, тех, кто играет настольные игры, книжный клуб, арт-клуб, тех, кто любит рисовать. И люди встречаются друг с другом каждую неделю и делают эти разные мероприятия. Поэтому могу сказать, что на самом деле, живя здесь, я очень вижу много возможностей. Опять же, из-за моего графика я не часто могу участвовать в этих мероприятиях, но знать, что у меня есть такая возможность, что если я хочу, я могу просто посетить какое-то интересное мероприятие, это очень круто. Вот. Например, из того, что мы любим делать, конечно, как всегда, играть в настольные игры, вы это знаете. Вот. Но тоже мы любим ходить, например, мы катались на сапах, вот, плавали и играли в пиклбол. Тоже было очень весело, интересно. Вот. И часто ходим в походы. Вот, поэтому могу сказать, что очень, очень классно здесь. Можно много чем заниматься. Вот так. Если говорить о еде, то я могу сказать, что, конечно, здесь нет так много разнообразия, как это было раньше в Хой-Ане и Дананге. Я уже не говорю про Сайгон и Ханой, там это просто, не знаю, мне кажется, 1000 разных ресторанов. Если мы говорим, опять же, про веганские, да, рестораны. Но, тем не менее, здесь очень много вкусной еды. Очень популярен сейчас, я думаю, рамен. Мы часто кушаем разный рамен. Вот кафешка, где наши друзья, да, они делают очень вкусную лапшу с кешью молоком. Вот. И они делают лапшу сами, так сказать, своими руками, да, то есть не покупают пшеничную лапшу. Вот. И много разных закусок, конечно. То есть в целом могу сказать, что здесь достаточно для меня вкусной еды. Не сказал бы, что это самое лучшее место для вегетарианской и веганской еды в мире, но жить можно, жить можно. И я, в принципе, доволен, потому что обычно все равно я готовлю и ем дома, поэтому я бы сказал, самая вкусная, самая хорошая еда – это моя собственная еда, да, моя домашняя еда. Вот, как-то так. Ну и если вам интересно видеть, какие здесь есть блюда, какие рестораны, если вы хотите, чтобы я делал обзоры по-русски на местные рестораны, то пишите в комментариях, конечно. Я что-нибудь придумаю, куда-нибудь схожу и расскажу вам, насколько здесь вкусная еда, и покажу, какие там есть ингредиенты. Друзья, небольшая самореклама. Вот вы спрашивали, чем я занимался последние пару месяцев, да, какой мой лайф-апдейт. Но я думаю, что все уже знают. Но если вы еще не знаете, то я начал открывать мою собственную школу. Почему у меня была эта идея? Потому что я хотел помочь людям изучать русский, используя истории. Я уже делаю это с моими видео, вот. Но я подумал, что было бы очень круто, если бы вы могли практиковать говорение и слушание с помощью историй. Вот. С помощью историй, которые я для вас рассказываю. Я построил несколько курсов, построил историю про розу, которая, я думаю, что знакома многим. Но это очень классная история, особенно для начинающих. А также у меня есть очень много историй для тех, кто уже продолжает. Друзья, буквально через неделю начинаются первые уроки. Пожалуйста, посмотрите. Это всего займет у вас 1 час в неделю на протяжении 4 месяцев. Но я уверен, это очень поможет вам в разговоре. И цена просто боженская. Сейчас только $9 за 1 час. Это будет недолго такая цена. Это вот цена для вас, для тех, кто смотрит сейчас, для первых. Так что, друзья, успевайте. Переходите по ссылочке
вот здесь или здесь, отправляйте мне имейл на sergey@russianstoryteller.com и говорите: Сергей, я хочу учиться в твоей школе. Да. И у меня есть очень крутые учителя, которых я тренировал, которые знают мой метод отлично. Я выбрал их из 200 человек. Понимаете, 4 учителя из 200. Было непросто. Ну что ж, буду ждать вас в школе, друзья. Не подведите меня и не подведите учителей. До скорого. Ну что ж, если же говорить о природе, то мои ожидания оправдались на 1000%. Понимаете, здесь, в Далате, то, о чем я так долго мечтал, эти горы, этот лес, эта тишина, понимаете, это то, чего мне так не хватало. То, чего мне так не хватало, когда я жил в Хойяне. Может быть, кто-то скажет: но, Сергей, Вьетнам, это же море, это же океан. Вы знаете, я люблю море, это классная штука, но все-таки горы – это мое. Намного больше, чем море. Я могу жить без моря, но теперь я чувствую, что я не могу жить без гор. И, конечно, если говорить о погоде, то это забавно, потому что раньше, когда я жил в Хойяне, я всегда жаловался моим студентам. Каждое лето думаю: о, как у меня жарко, как у меня жарко. А сейчас мне жалуются студенты, которые живут в Европе, как у них жарко, понимаете? А у меня кайф, у меня прекрасная погода. Видите, сейчас утро, у меня флисовка на мне надета. Я чувствую себя хорошо, очень комфортно. Так что погода и природа просто кайф. Я еще не ходил в походы, точнее, еще не делал кемпинг, но здесь есть очень крутые места для кемпинга. Возможно, я как-нибудь это сделаю, покажу вам. Там есть река красивая, водопады. Просто вы даже не представляете, насколько классное здесь место. Ну и давайте немножко поговорим о том, в чем мои ожидания не оправдались. Когда я думал про Далат, переезжать сюда, я очень сильно надеялся, что это будет безопасное место для моих питомцев. Как вы знаете, у меня есть много кошек, много собак. У нас, кстати, есть прибавление, 2 новые собаки. Возможно, про них я запишу отдельное видео, про их историю. Но вот теперь у нас есть 3 собаки дома. Я ожидал, что здесь будет не так много воров, да, воров кошек, воров собак. И в целом, думал, люди будут относиться к ним с большей любовью. Однако за 1 год жизни здесь мы уже не раз находили брошенных собак, брошенных кошек, которые были в ужасном состоянии. Вот. И я думаю, что нам приходилось их приносить домой, лечить, искать новый дом, что было непросто. То есть это уже первая вещь. И, конечно, недалеко от моего дома, потому что я живу не в центре города, я живу за городом, у нас есть целых 3 ресторана собачьего мяса. Да. Как веган, я бы хотел, чтобы люди вообще перестали есть всех животных в мире. Но как реалист, я тоже понимаю, что собаки и кошки были одомашены не для того, чтобы их есть, да. И поэтому это особенно странно и страшно видеть, когда люди воруют этих животных и потом готовят их и едят. Поэтому, к сожалению, я понял, что во Вьетнаме пока что, как мне кажется, нет безопасного места, которое 100% я могу сказать, что здесь я могу чувствовать себя спокойно, что мои кошки и собаки будут в безопасности.
это не так. Здесь, конечно, меньше людей, которые воруют кошек, как это было в Хойяне, но тоже, к сожалению, немало. Но собак люди продолжают воровать. Так что, но ничего, мы не отчаиваемся, мы стараемся помогать животным настолько, насколько мы можем. И я тоже вижу очень много молодых вьетнамцев, очень важно об этом сказать, потому что многие люди начинают ненавидеть вьетнамцев, писать негативные комментарии. Я думаю, что, конечно, эта культура, эта традиция относительно новая, кстати. Она не была всегда. Но, тем не менее, молодые люди осознают, что все-таки не стоит этого делать, не стоит есть мясо кошек и собак. И многие отказываются и не поддерживают это. И многие выступают против, но пока это, к сожалению, еще меньшинство, но оно растет. Так что я уверен, что через некоторое время Вьетнам уже будет другой страной. Я также надеюсь, что и весь мир будет другим миром, что мы перестанем убивать и есть, и использовать братьев наших меньших в наших личных целях. Да, вот. Как-то так. Ну, а если же говорить о ценах, то я могу сказать, что Далат — это не самое дорогое место во Вьетнаме, но не самое дешевое. То есть, если сравнивать с тем же Хойаном, где я раньше жил, то тогда у нас, я бы сказал, что цены на еду, на такую хорошую, вкусную веганскую еду, они были выше в среднем, чем здесь. Но цены на жилье, я думаю, конечно, не маленькие. В среднем, если ты хочешь арендовать хороший дом с садом, то это будет стоить примерно $500 в месяц. Что, возможно, конечно, для многих американцев покажется как «Вау, это копейки!» Но для многих русских это совсем не так. Зато, как я сказал, еда, да, не очень дорогая. То есть мы едим хорошую, вкусную еду. Как правило, одно блюдо, допустим, одна лапша будет стоить $2 или $3 максимум. Когда в Хойяне это могло быть $4 или $5. Вот. Ну и разные, допустим, если идти в супермаркет, я думаю, здесь цены на фрукты, допустим, я живу за городом, поэтому цены на фрукты здесь очень низкие. Допустим, сейчас сезон авокадо, и 1 килограмм авокадо всего стоит $1. Представляете? $1 за 1 килограмм авокадо. Это вообще копейки. Там дуриан, все такое тоже стоит очень недорого, очень доступно. И у нас очень много клубники, но мы вообще очень много выращиваем своих овощей, своих фруктов. Вот, поэтому мы в целом не страдаем. Вот. Так что могу сказать, что не могу жаловаться на цены. Могу сказать, что очень доступные. Единственное, на что дорогие цены, это на, допустим, ветеринарные услуги. В других городах Вьетнама, если ты хочешь стерилизовать кошку или собаку, это будет стоить, я думаю, $20. Здесь это стоит $100 или $200, в зависимости от величины животного. Поэтому так много людей не стерилизуют кошек, не стерилизуют своих собак. Поэтому, да, это дорого. Вот. Ну что, друзья, вот и подошло наше видео к концу. Спасибо, что смотрели. На самом деле я записываю этот конец уже второй раз, потому что я забыл включить мой микрофон. Но что я хотел сказать? Я хотел сказать, что мой год закончился, первый год в Далате. И я думаю, что это был хороший год. Я знаю, что обычно люди подводят итоги года в конце, в январе или в декабре.
Но я думаю, что летом тоже можно это делать, потому что можно подумать о том, как прошел наш рабочий год, потому что летом люди обычно отдыхают, перезаряжаются. Я надеюсь, что у вас тоже все было хорошо. Расскажите, как прошел ваш год, что нового у вас, что изменилось, что старого. Да. И отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, а также моим супер-патронам, вот этим ребятам здесь. Я вас благодарю. Если вы тоже хотите меня поддержать, вы можете стать моим патроном. И тогда вы сможете заниматься в моей школе с еще более высокой скидкой. Да, там только $7 для патронов за один урок. Это самая лучшая цена, которая только есть. Так что желаю вам всего хорошего, друзья. Подумайте об этом. И до скорого. Пока-пока.